Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. 7 июля на востоке индонезийского острова Флорес произошло мощное извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки, ставшее одним из крупнейших в регионе за последние годы. Вулкан, расположенный в провинции Восточная Нуса-Тенгара, выбросил столб пепла на высоту около 19,5 километров над уровнем моря, а раскаленные пирокластические потоки распространились на 5 километров от кратера, угрожая близлежащим деревням. Извержение сопровождалось громкими взрывами, слышимыми за десятки километров. Густой пепел накрыл населенные пункты, включая Бору, Хева, Уотабуку и Нурабелин, что заставило власти организовать срочную эвакуацию. Эвакуированные жители были размещены в безопасных районах, таких как Конго и Ниликнахенг. Выброшенное во время извержения облако пепла вызвало временное закрытие нескольких аэропортов, включая международный аэропорт на Бали. Десятки рейсов, в том числе австралийских авиакомпаний, были отменены из-за угрозы повреждения двигателей самолетов и плохой видимости. Геологи также предупреждают о риске схода лохаров. Индонезийские власти повысили уровень опасности вулкана до наивысшего, расширив зону эвакуации до 7 километров от кратера. Жителям и туристам запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на 6 километров. В понедельник сильный шторм, сопровождаемый ураганными порывами ветра, обрушился на Восточную Словакию. В Гелнице ветер сорвал крышу многоквартирного дома, а также повалил в городе деревья, которые заблокировали несколько дорог. Значительные повреждения зафиксированы и в соседнем городе Прешев. К поваленным деревьям стихия оборвала линии электропередачи, что привело к перебоям с электроснабжением. Власти Гелницы и Каширского края объявили чрезвычайную ситуацию. Местные спасательные службы работают над устранением последствий разгула стихии, ведется расчистка дорог, оказывается помощь пострадавшим жителям. В итальянском городе Фьюджи и соседнем Гуарчино выпал крупный град. Некоторые градины превышали 5 сантиметров в диаметре. Ледяные глыбы повредили сотни автомобилей, пробивая стекла и деформируя кузова, а также разрушили крыши зданий. Пострадали от стихии и сельскохозяйственные угодья, особенно виноградники и оливковые рощи. Местные жители сообщают, что улицы городов были усыпаны градом, а некоторые районы и вовсе временно стали непроходимыми. Одновременно с градом юго-запад Апеннинского полуострова охватили мощные наводнения. Наиболее пострадавшими оказались пригороды Неаполя, город Пациоли и побережье между Соренто и Пиано. Ливневые дожди вызвали стремительный подъем воды, затопив улицы, дома и подземные парковки. В Пациоли потоки воды сносили автомобили, а в прибрежных районах Соренто и Пиано были зафиксированы оползни, усугубившие ситуацию. Итальянские власти оперативно мобилизовали аварийные службы. В пострадавших регионах введены чрезвычайные меры, службы гражданской защиты координируют спасательные операции, ведется расчистка завалов и откачка воды. В департаменте От на юге Франции бушует масштабный лесной пожар.
Начавшийся в районе Бизани пожар быстро охватил значительные территории из-за сильного ветра и сухой погоды. По данным местных властей, к вечеру 7 июля огонь уничтожил не менее 1450 гектаров лесов и кустарников. Пламя движется в направлении города Бажа, создавая угрозу для местных жителей и инфраструктуры. Губернатор департамента ОД предупредил, что огонь может достичь лагуны Бажа-Сижан, что представляет серьезную экологическую угрозу. Для борьбы с пожаром мобилизовано более 1070 пожарных и 270 единиц техники, а также авиация. На данный момент огонь остается неконтролируемым, несмотря на усилия, он продолжает распространяться, подпитываемый сильными ветрами. Власти департамента ОД объявили чрезвычайное положение, призывая жителей Бизани, Бажа и близлежащих районов соблюдать осторожность и быть готовыми к эвакуации. На данный момент точной информации о пострадавших или эвакуированных нет, но ситуация остается критической. Местные СМИ сообщают о сильном задымлении, затрудняющем видимость на дорогах, и призывают избегать поездок в пострадавшие районы. Седьмого июля в Шамильском районе Республики Дагестан введен режим чрезвычайной ситуации из-за размыва автомобильной дороги, вызванного сильными дождями. Нарушение дорожной инфраструктуры привело к полной изоляции 6 населенных пунктов — сел Самада, Урчух, Мусрух, Хонах, Ругельда и Хиндах, оставив их без транспортного сообщения. Размыв дорожной полосы произошел в результате мощного шторма, обрушившегося на регион. Непогода также вызвала перебои в электроснабжении, повредив опоры и линии электропередач. По данным администрации Шамильского района, аварийно-восстановительные бригады районных электрических сетей оперативно устранили неполадки, полностью восстановив подачу электроэнергии к 17 часам. Специалисты Дагавтодора, прибывшие из Махачкалы, приступили к оценке масштабов разрушений. По предварительным данным, на восстановление транспортного сообщения может уйти от 7 до 10 дней. Тропическая депрессия Шанталь обрушила на центральную часть Северной Каролины обильные осадки, вызвавшие стремительный подъем уровня воды в реках. Река Хофф-Чапел-Хилл достигла отметки 9 метров 90 сантиметров, что лишь немного ниже рекордного уровня урагана Френ 1996 года. Наводнение затронуло не только Чапел-Хилл, но и близлежащие Хиллсборо и районы округов Оранж, Мур и Аламанс. Торговый центр Eastgate Crossing в Чапел-Хилл оказался в эпицентре стихии. Вода хлынула в магазины, разрушая витрины, мебель и товары. Уровень воды достигал 1,5 метров. На парковке центра потоки воды разбросали автомобили, некоторые машины были полностью затоплены. Наводнение унесло жизни 2 человек. Пожарные и спасательные службы провели более 50 операций, эвакуировав 63 человека. Власти округа Оранж объявили чрезвычайное положение, аналогичные меры были приняты в округах Мур и Аламанс. Наводнение фактически парализовало транспортную инфраструктуру, дороги, включая ключевые магистрали, оказались затоплены, что затруднило передвижение и доставку помощи. Жители сообщают о повреждении домов, особенно в низинных районах. В Хиллсборо и Дареми из-за наводнения повреждены здания и инфраструктура. Власти Северной Каролины мобилизовали спасательные службы и Национальную гвардию для ликвидации последствий. Жителям рекомендовано избегать затопленных дорог и следить за предупреждениями Национальной метеорологической службы. Седьмого июля мощная песчаная буря обрушилась на Хайси-Монгол-Тибетский автономный округ провинции Цинхай. Густая стена песка и пыли вызвала резкое ухудшение видимости и перекрыла ключевые дороги. По данным Национального метеорологического центра Китая, буря затронула обширные территории, включая районы с соляным озером Чака,
известным как «зеркало неба». Местные власти призвали жителей оставаться в помещениях. Хотя точные данные об ущербе пока отсутствуют, буря сильно повлияла на транспорт и сельское хозяйство. 6 июля сильный град обрушился на мексиканский город Моралеон в штате Гуанахуато. По сообщениям местных СМИ, град покрыл улицы города, создав плотный покров и нанес ущерб автомобилям, зданиям и сельскохозяйственным угодьям. Местные власти Моралеона и штата Гуанахуато начали оценку ущерба. Спасательные службы оперативно приступили к расчистке дорог. Жителям рекомендовано избегать зон с поврежденной инфраструктурой. Сообщений о пострадавших или погибших на данный момент нет, но власти призывают к осторожности из-за риска новых осадков. В аэропорту Детройта в ангаре технического обслуживания Spirit Airlines из-за грозы сработала система пожаротушения, выпустив огромное количество пены. Пена заполнила ангар и вытекла на прилегающую рампу, покрыв несколько самолетов. Сообщается, что пена содержит коррозионные химикаты и представляет угрозу для электроники, двигателей и салонов самолетов, что потребовало вывода 5 машин из эксплуатации для тщательной проверки. «7 июля в провинции Таррагона, недалеко от муниципалитета Паульс, в испанской Каталонии, вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь, подпитываемый сильными ветрами и высокими температурами, быстро распространился по лесным массивам, создав угрозу для близлежащих населенных пунктов. Точные данные о масштабе пожара пока отсутствуют, но местные власти сообщают о привлечении к тушению сотен пожарных и военной техники. В срочном порядке была проведена эвакуация жителей Паульса и его окрестностей. Из-за дыма и плохой видимости в районе были перекрыты дороги. Пожар следует за волной жары, охватившей Испанию в начале июля. Ожидается, что после локализации огня начнутся оценка ущерба и восстановительные работы. «7 июля в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар на складском помещении по улице Монтажников. Пожар охватил 4-этажное здание, принадлежащее логистической компании «Кладовка», которая предоставляет охраняемые боксы для хранения. Площадь возгорания быстро увеличилась с 1500 до 3500 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась. По данным МЧС России по Свердловской области, к вечеру 7 июля пожар был локализован.
На месте работали 81 специалист и 36 единиц техники, включая 2 пожарных поезда. Сложная планировка здания и высокая пожарная нагрузка затрудняли работу спасателей, но жертв и пострадавших не зафиксировано. Очередной, возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел вчера на Солнце между 3 и 7 часами утра по московскому времени. В космос было выброшено волокно плазмы размером около 1 миллиона километров, образовавшее в ходе движения нечто, похожее на крутящийся смерч из раскаленного газа. Проведенные оценки скорости и направления движения протуберанца показали, что выброс ушел вверх под очень большим углом, около 50 градусов, и это практически исключает любую опасность для нашей планеты. Дистанцию в 150 миллионов километров, равную расстоянию от Солнца до Земли, вещество преодолеет примерно за 3 суток, но пройдет в этот момент на расстоянии от 100 до 200 миллионов километров от планеты.